Сегодня будет разбор костюмов из первой и второй части Дюны. Посмотрим, что делали художники по костюмам и что я об этом думаю. Привет, я Маша, это канал о моде, одежде, обо мне и моем творчестве. Прошу поддержать это видео лайком, а лучше подписаться, чтобы не пускать следующие мои видео. Начнем с того, что костюмы к фильму Дюна занимались Жаклин Уэст и Боб Морган. Они сегментировали костюмы в зависимости от планет. Планеты Аракиса, Каладана и Гьеди Прайма. На каждой из планет свои климатические условия. И художники по костюмам пытались передать функциональность костюмов. То есть, о чем идет речь? Костюмы должны поспособствовать выживанию человека в той или иной среде, то есть в той или иной планете. Также костюмы сегментировались цветом. Например, у айтредисов преобладают темно-зеленые оттенки, потому что на планете Каладан идут дожди, много деревьев и достаточно прохладно. И то есть цвета отражают характерные особенности планеты. Если взять пустыню Аракиса, то ее представители в основном одевают в такие песочно-желтые оттенки, бежевые, коричневые. И стильсьюты, кажется, называются. Они вроде стильсьюты, да. Они, короче, в фильме одеты в песочно-серо-грязные такие оттенки для того, чтобы сливаться с ландшафтом. Конечно, в книге у них вроде черная одежда, если я так не подзабыла, а в фильме они более такая серо-песочная что-то. Потому что в книге там описывалось вроде черное одеяние с какими-то камуфляжными элементами, как я помню. Но это не точно. Ну, то есть у них тоже все оттенки, вся экипировка, для того, чтобы скрыться в пустыне, короче, сделано. Ну и, наконец, Харкаймены, жители Гьеди Прайма. В основном одеваются в фильме во всем черном. Но это неудивительно, потому что у них там, скажем так, закрыто солнце чем-то, как я помню. И из-за этого там же кромешная тьма, и поэтому там все черное. И очень много всяких футуристичных, интересных элементов и в костюме, и в архитектуре. То есть там все цельно, такое лаконичное и все черное. Ну, начнем с рассмотрения образов. Конечно, я буду рассматривать больше, скажем так, главных действующих лиц, но их костюмы будут частичные или, в общем, пересекаться с остальной массовкой, что, в принципе, можно тоже косвенно рассмотреть костюмы массовки и общего плана. Первое, кому разберем, это будет наш главный герой. Начнем с их официальной формы. Официальной формы айтредисов. У них достаточно, я уже говорила, это зеленые, темно-зеленые оттенки из того, что на какой планете они живут. Ну, на мой взгляд, скучновато в плане непосредственно костюма. Все строго, все, скажем так, не знаю, как я поняла, они опирались на военную форму царской России, кажется. По мне, это слишком скучновато для их флоры и фауны, именно этой планеты, Канадана, Каладан. Поэтому я не совсем понимаю вообще их образы вот военные, которые у них сделаны. Мне кажется, можно было что-то поинтереснее, потому что это слишком уж лаконичные какие-то образы получились, на мой взгляд. А если разобрать, например, его образы уже когда он уже на другой планете, когда они прилетели на пустыню, где они уже в пустыне Аракиса, вот эти костюмы просто божественные, у них все вдоль и поперек все проработано, поэтому для меня это вот высшая оценка у этих костюмов. У них даже вот эта штука, как бы скажем, поступление воды, кажется, вот. Я не знаю, как она называется, но пишите в комментариях. Но все равно эти костюмы есть у стильсьютов. То есть, у них там с плащами больше, чтобы им, так как они живут уже в пустыне, когда к ним герои попадают, скажем так, им они нужны для большей маскировки. А потом,
Что еще по главным героям, скажем так? Ну, тоже наша главная героиня тоже на 2 фильма в одном и том же ходит. Тоже я вот этим костюмам ставлю наивысшую оценку, потому что они очень классные. Потом наша маманя главного героя. Мы рассмотрим и костюмы с первой и второй части. То есть в первой части вот такой золотой, песочный образ, золотой, когда она только прилетает на вот эту планету пустынную. То есть, на мой взгляд, очень интересно передано. То есть, потому что костюмы, которые, например, у нее был образ такой светло-голубой, платье у нее было, тогда, когда она еще была на своей родной планете, вроде да. А когда она прилетела на другую планету, цвет платья поменялся. То есть, но стилистические решения в плане там покроя остались, в принципе, неизменными. То есть аксессуары только немножко поменялись, цвета гаммы поменялась. Это сделано для того, скорее всего, чтобы передать, что они уже поменяли свою родину. Потом у нее дальше был образ, это уже из второй части, где у нее там исписано лицо, она с такими одеяниями. То есть это уже переход, потом она была вот в этой пустынной экипировке, потом вот именно уже во второй части вот это вот исписанное лицо было, на мой взгляд, вот с такими вот одеяниями, очень неплохой костюм сделанный. Он и лаконичный, и достаточно сложен в исполнении, но мне кажется, вот что-то в нем не хватает. Я бы не поставила сильно высокую оценку этому костюму, но все равно костюм хороший, добротный. Но можно что-то на мой вкус, скажем так, что-то в нем не хватает. Потом, что еще? Что еще можно разобрать? У меня картинки тут есть. Потом я хотела разобрать, я не помню, как зовут эту женщину, ее костюм. Это бабулька в черном таком одеянии. Она еще мать главного героя, вот в этой скажем так, в этом объединении, что там одни женщины, то, что они там главные, они пророчицы, кажется, что-то в этом роде. Я не помню, как они называются. Но суть в том, что вот она в черных одеяниях, она главная. Если мы смотрим дальше, то у нас тут по картинкам есть вот военная форма. Я не стала на этом акцентировать внимание, потому что это уже больше к массовке относится. Нам больше интересны главные персонажи. Но там тоже у каждой, например, планеты есть свои, скажем, верхушка, элита, и у них есть свои войска. И каждое войско своего цвета. То есть тут тоже такой переход. И вот это вот отец главного героя, это из первой части фотографии, где он еще жив, папаня наш. Тут вот эта экипировка серая, то есть они уже на планете вот этой песочной, Аракиса вроде. И тут тоже такой песчаный серый цвет, то есть просто когда они были на своей планете, вот этой экипировки вроде не было. У них там была строгая черная форма. Но тоже, на мой взгляд, довольно-таки нейтральная какая-то форма. То есть тут они попытались как-то передать, что они приехали, уже перелетели на другую планету, поменяли форму. Как-то можно было цвет, например, сделать не серый такой, хотя он к пустыне больше. Не знаю, что-то, не знаю, вот такой серый, но какой-то холодный, но с песочным подтоном. Какой-то с коричневым, либо таким бежевым подтоном было бы как-то грязноватый, надо более цвет было сделать, на мой взгляд. Чтобы передать суть двух планет, и что они переезжают на новую планету. Потом, что еще? Тут у меня остались фотки только из этого. То, что еще по первой части Дюны, это главнокомандующий этого жителей Кьеди Прайма. Они все во всем черном, вот эта лысая голова,
То есть они все черные, такие массивные. На мой взгляд, ну это как бы фотография с войском у меня тут представлена. Тоже как бы, на мой взгляд, простовато. Хотя у них там, вот даже если брать главного персонажа, там главного, скажем, а-ля босса, но то у них тоже достаточно лаконичные все костюмы, но у них, я понимаю почему, потому что у них там более футуристичное что-то, более лаконичное, более простое, мало деталей и в архитектуре, скажем так, у них на планете, и в костюмах у них все лаконичное, футуристичное, поэтому я понимаю, почему у них такие костюмы. Ну, вот почему у других армий такие простые костюмы, я не совсем понимаю, почему так сделали. Может, бюджета не хватает или что. Хотя костюмы достаточно сложные вот в плане изготовления на такое количество народу. Денег очень много вбухано, но, на мой взгляд, что-то недоработано слегка. Потом, вот эта баба, ну, это фотография, не помню, как ее зовут, она тоже, это уже из второй части Дюны, костюм, ну, нормальный. Я не скажу, что он где-то недоделанный, недоработанный, ну, просто он нормальный. Он вписывается, там еще задний фон интересный был в фильме, это вторая часть. В принципе, вписывается. И потом последняя, кого мы разберем, тоже не помню, как эту девушку зовут с этим металлическим всем одеянием, но он тоже классные костюмы. Вот у нас фотографии 3 образов есть. Не помню, с какой она планеты. Я уже их просто устала выговаривать. Но она тоже представительница вроде какой-то планеты. Она там много во второй части Дюна, где появлялась. Вот это особенно, вот эта балаклава металлическая мне очень сильно запомнилась. Но костюмы, скажем так, вот эти вот два... Вот этот металлический, где балаклава такая металлическая, все такое, остальное нюдово, классный образ. Вот я 10 из 10 бы поставила. 2 остальных образа, ну, что-то не то. Особенно вот эта кольчуга на все тело. Мне кажется, я понимаю, это связано там с посылом и с всем таком, что их там дом развивался. И все в этом роде, как я помню, у них с этим связано все. Это взяты костюмы. Это костюмы сделаны на основе средневековых всяких рыцарских одеяний, как я помню. И я понимаю посыл, но мне исполнение не совсем нравится, если честно. Можно было по-другому сделать. Почему с одним костюмом более все удачно, а почему с другим все не так. И вот у нее есть более простой образ, лаконичный тоже. Что-то вообще как-то, мне кажется, не очень. Ну, в принципе, это все главные костюмы, которые я отметила для себя. Ну, на этом все. Спасибо, что были со мной. Если у вас есть иное мнение по костюмам по фильму Дюни, жду вас в комментариях, либо в моем телеграм-канале.